Когда его жена продолжает выбрасывать еду, которую приготовила для них его любимая мама, этот муж устанавливает камеру на кухне, чтобы выяснить ее мотивы. Ему не требуется много времени, чтобы понять ужасающую причину, и то, что он узнает, заставляет его сделать ужасный выбор. Майкл стоял в дверях, стиснув зубы, и наблюдал, как его жена Кейт выбрасывает в мусоропровод очередную порцию фирменного ризотто его матери. «Кейт, что ты делаешь?» Его голос был напряжен от едва сдерживаемого гнева. Слова прозвучали резче, чем он хотел. Это было мамино фирменное ризотто. Она готовила его часами, постоянно помешивая, чтобы добиться идеальной консистенции, несмотря на боль в руке. Ты ведь помнишь, что у нее артрит, не так ли? Руки Кейт слегка дрожали, когда она ополаскивала пустую тарелку, и капли воды разбивались о раковину. Она не повернулась к нему лицом, лишь тихо сказав: «Прости, Майкл. Я просто не смогла это съесть. При мысли о том, чтобы положить это в рот, у меня скрутил желудок. Это уже 3-й раз за месяц. Ты хоть представляешь, сколько это стоило? Что еще более важно, ты знаешь, как сильно это ранит чувство мамы», — сказал Майкл и раздраженно провел рукой по своим густым волосам. «Она спрашивает о тебе каждый раз, когда я ее вижу. Интересуется, хорошо ли ты себя чувствуешь». Когда Кейт наконец обернулась, ее лицо было бледным, а глаза обведены красным. На мгновение Майклу показалось, что он увидел, как на ее лице промелькнул страх, но она быстро взяла себя в руки, разгладив выражение лица. «Я же попросила прощения», — прошептала она. Ее голос был едва слышен из-за жужжания кухонных приборов. Она протиснулась мимо него, чтобы выйти из кухни. Майкл смотрел, как она уходит, и заметил, как она ссутулила плечи, словно защищаясь. Что-то было не так. Кейт, которую он знал, никогда не была такой расточительной или неуважительной. Ей нравилось, как готовила его мать. На самом деле, это было одной из причин, которые их сблизили. Ее искренняя любовь к настоящей итальянской кухне. Пока он смотрел на пустую тарелку в раковине, на поверхности которой все еще оставались капли воды, в его голове созрело решение. Ему нужны были ответы, и если Кейт не даст их ему, он найдет их другим способом. От этой мысли ему стало не по себе. Слежка казалась ему предательством доверия, но он не мог избавиться от ощущения, что под поверхностью их, казалось бы, идеальной жизни скрывается что-то зловещее. История любви Майкла и Кейт началась 3 года назад в знаменитом ресторане его матери, Изабеллы. Итальянский ресторан в центре Чикаго, теплое и уютное заведение, принадлежавшее семье на протяжении 2 поколений. Кейт была постоянной покупательницей, часто заходила пообедать во время перерывов в работе в близлежащей художественной галерее, где она работала куратором. Изабелле сразу понравилась молодая женщина с теплой улыбкой и признательностью к настоящей итальянской кухне. Она часто приносила дополнительные блюда к столу Кейт, восхищаясь тем, как светилось лицо молодой женщины при каждом новом вкусе. Именно Изабелла сыграла роль свахи, постоянно рассказывая Майклу о милой девушке с прекрасным вкусом, которая посещала ресторан, и о том, с каким неподдельным энтузиазмом Кейт относилась к кулинарному наследию их семьи. Когда Майкл наконец встретил Кейт, их связь была мгновенной, как идеальное сочетание вина и сыра. Их первое свидание длилось 5 часов. Беседа протекала так же естественно, как и распитие вина, затрагивая все, от истории искусства до семейных традиций и их общей любви к путешествиям. Не прошло и полугода, как они обручились, и их свадьба стала радостным праздником семьи, любви и, конечно же, невероятной кулинарии Изабеллы. Первый год совместной жизни был наполнен таким счастьем, что каждый день казался волшебным. Кейт быстро адаптировалась к жизни в их дружной семье,
с энтузиазмом и неподдельным интересом принимая их традиции. Кейт охотно перенимала рецепты у своей свекрови, ее записная книжка была заполнена тщательно записанными инструкциями и семейными секретами, передававшимися из поколения в поколение. Перемены начались незаметно, примерно через 14 месяцев после их свадьбы. Все началось с того, что Кейт стала искать предлоги, чтобы пропустить воскресный семейный ужин. Сначала Майкл объяснял это стрессом на работе. Кейт недавно повысили до старшего куратора, и она занималась более крупными выставками, ее дни были заполнены встречами, переговорами с художниками и подготовкой к открытию галереи. Но затем он начал находить в мусорном ведре нетронутые контейнеры с едой своей матери, спрятанные под бумажными полотенцами, как будто Кейт пыталась скрыть их. Столкнувшись с этим лицом к лицу, Кейт становилась уклончивой. Ее обычная красноречивая натура превращалась в невнятные отговорки о том, что еда не подходит ее желудку. Последней каплей стало наблюдение за тем, как она расправляется не с одной, а с 2 порциями специально приготовленного его матерью ризотто. Блюдо, от которого у Кейт когда-то загорались глаза от удовольствия. Сложившаяся ситуация негативно сказалась на их браке, превратив их некогда мирный дом в минное поле невысказанной напряженности и избегаемых разговоров. Их вечерний распорядок, когда-то наполненный совместными трапезами и непринужденными беседами, превратился в то, что Кейт допоздна работала в галерее, а Майкл ужинал в одиночестве, уставившись на ее пустой стул. Изабеллу тоже задело явное неприятие Кейт к ее еде, хотя она и пыталась скрыть это за обеспокоенными расспросами о здоровье своей невестки. Майкл видел боль в глазах матери каждый раз, когда ему приходилось придумывать очередное оправдание отсутствию Кейт на воскресном ужине. Женщина, которая в одиночку вырастила сына после смерти отца, казалось, немного слабела с каждым отказом. Майкл разрывался между 2 самыми важными женщинами в своей жизни, оказавшись втянутым в конфликт, который он не понимал и не мог разрешить. Он глубоко любил Кейт, и их связь стала еще крепче благодаря совместному опыту и трудностям. Но после смерти отца его мать растила его в одиночку, подолгу работая в своем ресторане, чтобы обеспечить ему наилучшую жизнь. Наблюдать, как Кейт постоянно выбрасывает с любовью приготовленные матерью блюда, казалось предательством как по отношению к наследию их семьи, так и по отношению к женщине, которая стольким пожертвовала ради него. После 2 недель мучительных раздумий над своим решением, борьбы с чувством вины и моральными последствиями, Майкл, наконец, установил маленькую камеру на их кухне. Он тщательно расположил ее так, чтобы охватить как столешницу, на которой Изабелла обычно раскладывала ингредиенты, когда приходила в гости, так и область вокруг раковины, где Кейт раскладывала блюда. Возможность просмотреть отснятый материал появилась раньше, чем ожидалось. Изабелла приехала на следующий вечер со своими знаменитыми домашними ньокки, еще одним любимым блюдом Кейт. Картофельные клёцки были идеальной формы, на каждом кусочке были характерные выступы, сделанные умелыми руками Изабеллы. Майкл наблюдал за разворачивающейся перед ним знакомой сценой. Его мать суетилась на кухне в своем фартуке, а Кейт вежливо извинялась, чтобы остаться в гостиной, сосредоточенно работая с документами, и, наконец, неизбежный звук мусоропровода после ухода Изабеллы. Той ночью, после того, как Кейт отправилась спать, сославшись на очередную головную боль, Майкл дрожащими руками сел за компьютер. Мягкое свечение монитора осветило его лицо, когда он подключился к камере. Он быстро прокрутил часы рутинной работы на кухне, пока не добрался до видеозаписи визита своей матери. От того, что он увидел, у него кровь застыла в жилах, это открытие поразило его как физический удар. Изабелла приехала со своей обычной теплой улыбкой и пакетами с продуктами. Ее волосы были аккуратно уложены, на шее было ожерелье с золотым крестиком, которое Майкл подарил ей на Рождество.
Она оживленно болтала, раскладывая ингредиенты, комментируя погоду и делясь местными сплетнями. Но когда Кейт ненадолго вышла из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок, поведение Изабеллы полностью изменилось, как у актера, снимающего роль, когда камеры перестают работать. Ее теплая улыбка исчезла, сменившись выражением расчетливой решимости. Она быстро достала из сумочки маленький флакончик и добавила несколько капель прозрачной жидкости в соус, который готовила. Когда Кейт вернулась, Изабелла была такой же жизнерадостной, как ни в чем не бывало, и демонстрировала, как правильно раскатывать клетки. Майкл просмотрел эту сцену 3 раза, и от каждого просмотра его желудок сжимался все сильнее. Он пытался убедить себя, что все видит неправильно, что этому должно быть какое-то объяснение, но то, чему он стал свидетелем, не вызывало сомнений. Его мать, женщина, которая построила свою жизнь на том, чтобы заботиться о других, намеренно портила блюдо Кейт. Внезапно все кусочки мозаики встали на свои места с ужасающей ясностью. Растущее нежелание Кейт есть то, что готовила его мать. Ее загадочные проблемы с желудком, слезы и страх в глазах. Она знала, что что-то не так, но не хотела вставать между ним и его матерью, предпочитая молча страдать, чем рисковать разрушить его отношения с единственным оставшимся родителем. Затем Майкл повернулся и увидел, что в дверях стоит Кейт. Ее лицо казалось призрачным в свете компьютера. Должно быть, она слышала, как он просматривал видеозапись, как знакомый голос его матери разносился по их тихой квартире. «Я только что узнал», — сказал он хриплым от волнения голосом. «Почему ты не сказала мне? Почему ты несла это бремя в одиночку?» Она придвинулась ближе, слезы текли по ее лицу. Я пыталась понять, что она добавляла. Я даже отправила образцы на анализ, но ничего не обнаружилось. В лаборатории сказали, что бы это ни было, оно должно быть усваивается слишком быстро, чтобы его можно было обнаружить. Я начала выбрасывать продукты, потому что боялась их есть, но доказать ничего не смогла. Я думала, ты никогда не поверишь мне. Она твоя единственная семья, Майкл. «Я не могла вынести мысли о том, что буду тем, кто разрушит это», — сказала Кейт. Майкл притянул ее к себе, чувствуя, как ее тело сотрясается от сдерживаемых рыданий, тяжесть предательства и потрясение пульсировало между ними, словно ощутимая сила. «Мне так жаль», — прошептал он, и в его голосе смешались неприкрытая боль и нежность. «Я должен был защитить тебя. Я должен был понять, что происходит». Кейт слегка отстранилась, ее глаза блестели от непролитых слез, показывая уязвимость, которая противоречила ее обычной силе. «Что мы собираемся делать?» — спросила она тихим шепотом, в котором слышались одновременно страх и решимость. «Сначала мы отправимся в полицию с этой записью, а затем получим судебный запрет. Мне плевать, что она моя мать. Она пыталась отравить мою жену», — твердо ответил Майкл. «Прежде чем мы что-либо предпримем, я думаю, нам нужно поговорить с ней на чистоту. Нам нужно понять, почему», — мягко предложила Кейт. На следующее утро они пригласили Изабеллу к себе. Это решение было чем-то средним между актом мужества и эмоциональным испытанием. Когда она пришла, неся очередную сумку с продуктами, символ материнской заботы, который теперь казался нелепой насмешкой, Майкл не мог не заметить, какой потрясающе нормальной она выглядела. Она была именно той любящей матерью, которую можно увидеть на ностальгической семейной фотографии. «Мама», — произнес Майкл, — «нам нужно поговорить о том, что ты добавляешь в еду, Кейт». Улыбка Изабеллы слегка дрогнула, но она быстро оправилась. Майкл поставил свой ноутбук на стол и прокрутил запись. Изабелла побледнела, когда увидела, как она добавляет прозрачную жидкость в соус. «Почему, мам?» — голос Майкла дрогнул. «Почему ты так поступила с Кейт?»
Тщательно сохраняемый образ Изабеллы рухнул. Она опустилась на стул, ее плечи поникли. «Я просто хотела защитить тебя», — прошептала она. «Защитить меня, отравив мою жену?» — переспросил Майкл. «Это был не яд», — запротестовала Изабелла. «Просто что-то, что вызвало легкое расстройство желудка. Я подумала, что если Кейт не справится с моей едой, ты поймешь, что она тебе не подходит, что она недостаточно хороша, чтобы стать частью нашей семьи». Кейт, которая до этого момента молчала, шагнула вперед. «Я всегда уважал вас. Я любил вас как вторую мать. Почему я недостаточно хороша?» — спросила Кейт. Изабелла старалась не встречаться с ними взглядом. «Ты не итальянка», — наконец сказала она. «Наша семья из поколения в поколение занимается ресторанным бизнесом. Я хотела, чтобы Майкл женился на ком-нибудь, кто продолжил бы наши традиции, кто глубоко понимал бы нашу культуру. Значит, вы решили отравить меня вместо того, чтобы смириться с тем, что ваш сын женился на женщине, у которой были свои мечты». Голос Кейт был резким от боли и гнева. Майкл положил руку на плечо Кейт и повернулся к матери. «Мама, то, что ты сделала, непростительно. Кейт, моя жена, и я люблю ее такой, какая она есть. Ей не нужно бросать карьеру или менять себя, чтобы стать частью нашей семьи. Если ты не можешь с этим смириться, значит, ты недостаточно хороша, чтобы быть частью нашей семьи». Изабелла заплакала, но Майкл ожесточился, не обращая внимания на ее слезы. «Мы не собираемся выдвигать обвинения», — продолжил он. «Но тебе нужна профессиональная помощь. Пока ты этого не сделаешь и пока не сможешь доказать нам, что ты изменилась, тебе не рады ни в нашем доме, ни в нашей жизни». Когда они смотрели, как Изабелла уходит, Кейт прислонилась к Майклу. «Ты в порядке?» — тихо спросила она. Майкл притянул ее к себе и поцеловал в висок. «Нет», — признался он, — «но мы будем вместе. Я просто благодарен, что не потерял тебя до того, как узнал правду». В тот вечер, когда они сидели вместе на кухне, Майкл наблюдал, как Кейт готовит простую пасту. Она не использовала никаких изысканных ингредиентов или традиционных итальянских технологий, но для Майкла это было самое прекрасное блюдо, которое он когда-либо ел, потому что оно было приготовлено с любовью и по-настоящему. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.